Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами приготовим деревенскую запеканку. Запеканка получается очень нежная, воздушная. Для этого нам понадобится жирный творог, манка, изюм сухой, ванильный сахар, сметана, сахар, чистый йогурт без привкуса, яйца, сушеная вишня, соль и клубника. Сейчас раздобыть качественную клубнику очень сложно, поэтому мы ее моем, замораживаем в морозильной камере и потом варим либо компот, либо употребляем. Поэтому мороженое будем сегодня тоже употреблять. И если вам понравится видосик в конце, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал обязательно. И включайте колокольчик, чтобы в будущем не пропустить новые видео. Поехали! Значит, запеканку будем делать на 1,5 килограмма творога. Первое, что мы сделаем, это мы замочим манку йогуртом, чтобы она набухла. У меня здесь 6 столовых ложек без горки. И для того, чтобы манка хорошо разбухла, перемешаем ее тщательно с йогуртом. Замешаем. До однородной массы, чтобы не было комочков обязательно. Отлично. И отставим в сторонку, пусть постоит полчаса, для того, чтобы манка хорошо разбухла. Следующее. Возьмем посуду и возьмем сито. Для чего? Сейчас мы будем перетирать творог через сито. Мы его будем измельчать в мелкую фракцию, чтобы напитать его кислородом. Да, это не быстрый процесс, но это технология приготовления. Это маленький секрет, который придаст воздушность запеканке. Посмотрим. Глянь, он как воздух, он как масло получился. Вот поэтому и получится вот эта воздушность, пикантность запеканки. Она будет как облачко. Действительно, будет как облачко. Будет воздушная-воздушная. На 1,5 килограмма творога возьму 5 куриных яиц. И нужно отделить желтки от белков. Один желток заберу, он мне еще позже пригодится, для того, чтобы смазывать запеканку сверху. Следующее, взобьем желтки и будем добавлять потихоньку 200 грамм сахара. Но я буду использовать фруктозу, это вытяжка сахаров из фруктов. И теперь в творог отправляем желтки. И тщательно все перемешиваем. Сразу же сюда отправлю 15 грамм ванильного сахара. И сюда же отправлю уже манку разбухшую. Такую запеканку очень сильно любят маленькие детки. Они ее лупят за обе щеки. Проверено опытом. И также отправлю сухую замоченную вишню для кислинки. Изюмчик внутри разбухнет, создаст такую пикантность, сладость. А его сбалансирует сухая вишня кислинкой своей, кисло-сладостью. Вообще будет просто идеальное сочетание. Следующее, мы будем взбивать белки. Сюда я отправлю буквально пару капель лимончика. Возьму небольшую щепотку соли. И теперь, чтобы хорошо взбить белки, у вас должны быть сухие венчики и сухая посуда. Взбивать начинаем потихонечку, на мелкой скорости. И постепенно начинаем добавлять скорость. Лайк! Для того, чтобы проверить, хорошо ли у вас взбились белки, возьмите и переверните посуду. Если они у вас не выпали, значит у вас все получилось. И берем основу нашу и потихонечку начинаем вводить туда белочки, вмешиваем. Сделайте 1,5 килограмма творога, потом порционно отрезайте, разогревайте ее в духовочке. Добавите сметанки сверху, либо вареничка, просто получится супер. Блин, по утрам
Детки, взрослые, друзья, товарищи, близкие будут довольны, ну просто на ура. Возьмем кусочек сливочного масла для того, чтобы смазать форму. Подготовим чистые руки, возьмем масло и хорошенько размажем по форме. Натереть нужно обязательно, хорошо. Как облако играет. И оставшийся желток добавляем сметану 2 столовые ложки 15% и нужно перемешать. Все, отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, до характерной корочки. Возьмем пару листиков мяты. Ну что, дорогие друзья, вот и готова наша запеканка. Но для того, чтобы ее продегустировать, должно пройти минут 40-час, для того, чтобы она застыла, и вы ее смогли нарезать порционно. Поэтому подождем немножко и будем дегустировать. Для улучшения вкуса возьмем сметану. И добавим хорошего шоколада. Ребята, это воздух. Слышу аромат клубники с ванилью. Запеканка воздушная, нет ни одного намека на молочку, вообще запаха ничего нет молочного. Она ароматная, нежная, сметанка дала пикантность с шоколадом в конце. Запеканка просто получилась вкуснейшая. Мне очень понравилось. Я просто знаю, что это за блюдо. Мое мнение, повторяйте.